Вы на канале Заметки жизни и я Игорь Дейкун. Здравствуйте. Сегодня я вам хочу рассказать об одном из интереснейших объектов города Вроцлава – Вроцлавском зоопарке. Вроцлавский зоопарк «Зоо Вроцлав» открыт в тогдашнем Бреславу 10 июля 1865 года. Это старейший зоологический сад на территории нынешней Польши. Площадь парка составляет 33 гектара. В зоопарке представлено более 10,5 тысяч животных, не считая беспозвоночных, из около 1200 видов. Зоопарк был спроектирован архитектором Карлом Людеке и создан в непосредственной близости от ипподрома в отдаленной необитаемой части Шитницкого парка, куда из города в те годы ходили амнибусы и одеровские кораблики. Впоследствии рядом с зоопарком построят выставочный комплекс «Зал столетия», о котором я рассказывал и о котором вы можете посмотреть видео на моем канале. Основные здания того периода были построены по проектам бреславских архитекторов Карла Шмидта и Альберта Грау. Центральный вход в зоопарк – это ворота 1935 года по проекту архитектора Рихарда Конвиарца, который представляет собой модернистское прочтение темы берлинских Бранденбургских ворот. Достались они парку в наследие от экспозиции промышленной выставки, когда промышленная выставка была свернута и расширялся зоопарк. В южной ограде зоопарка на набережной Одера расположены деревянные ворота в японском стиле. Они были построены еще в 1912 году. И с тех пор функционируют. Вот они, очень красивые такие ворота. Зоопарк разделен на несколько зон, представляющих животных саванн, Сахары, Европы, Южной Америки, Мадагаскара, Африки. Здесь же находится Африканариум, это океанариум, в котором представлены животные прибрежной зоны Африки. Также есть герпентарий, адрариум, аквариум и факариум, а также обезьяньи острова, на которых обитают лемуры, белощекие гибоны и беличьи саймири. Это маленькие такие забавные обезьянки, перебирающиеся на свой островок по воздушному плетеному туннелю. Рассказывая о зоопарке, мы будем двигаться по нему по часовой стрелке. В своем рассказе я хочу остановиться в основном на редких и уникальных животных, которых нет в других зоопарках или которые мало представлены в зоопарках. И начну я свой рассказ с сахарского орикса или саблерогого орикса или саблерогой антилопы. Это вид антилоп рода сернобыков, которые ранее населяли всю Сахару. Но из-за охоты ради шкур, мяса и рогов этот вид был полностью уничтожен в дикой природе. Последнего дикого сахарского орикса видели в последних годах 20 века. Может быть, в каких-то очень отдаленных районах Сахары он еще и сохранился, но в дикой природе найти его крайне сложно. Сейчас ведется селекционная работа по возвращению этих ориксов в дикую природу из тех, которые находятся в зоопарках и фермах по всему миру. Вот посмотрите, такого золотистого цвета, очень красивая антилопа. По такой вот красивой лужайке гуляют водяные козлы. Они, к счастью, не редкий вид, но и не широко представлены в зоопарках. Вот смотрите, водяная козочка с длинной шерстью на щечках. Ватуси. Порода крупного рогатого скота, выведенного в Африке. Как и многие другие породы коров, она происходит от вымерших в 17 веке первобытных туров и получена в результате скрещивания египетской породы коров и зебу. Длина рогов ватуси может доходить до 162 см, длина окружности у основания до 50 см, и расстояние между концами рогов может достигать 2,5 метров. Это мясомолочная порода и по сей день играет важную роль в жизни многих народностей Африки и является для многих народов большей ценностью, нежели деньги или драгоценные металлы. В зоопарке много необычных ландшафтных решений. Вот
посмотрите на бункер для наблюдения за волками. На уровне земли сделанное помещение с большими окнами, которые выходят в вольер для волков. Вот из этого бункера можно наблюдать за движением волков по вольеру. Вот видно их логово. В бункере много материала, посвященных волкам, вообще псовым, вот карта расселения псовых по миру. Есть даже кнопка воя волка. На нее нажимаешь, и можно услышать, как воет волк. Рядом с волчьим находится медвежий вольер. Это наибольший в Польше вольер для медведей площадью 1,2 гектара. К вольеру примыкают помосты для обзора в виде высоких мостков, с которых очень хорошо наблюдать за всей территорией этого вольера. Он такой, как в виде буквы «С» вольер. На его территории находятся вот тропинки, вот видите, по которым ходят медведи. Небольшой водопад и пруд, в котором они купаются. Медведи, конечно, очень большие, и их мощь ощущаешь, когда этот великан становится на свои задние лапы, поднимает вверх передние, и высота его где-то около более 2 метров. Медведи и волки находятся в европейской зоне парка, где кроме них представлены рыси, зубры, пеликаны. Помимо пары медведей, в зоопарке есть еще очень интересная парочка, которая расположена вот в этом огромном вольере. Маготы и муфлоны, которые живут в одном вольере. Европейский муфлон, дикий баран, обитает высоко в горах Корсики и Сардины. Единственный дикий баран Европы. Считается диким подвидом примитивных домашних овец или одичавших овец. Но очень давно одичавших овец. На сегодняшний день завезен во многие другие регионы Европы. Вот он, мощный, красивый. И вместе с ним в одном вольере живут маготы, или берберские обезьяны, или бесхвостые макаки. Единственная обезьяна, живущая в диком виде на территории Европы, в Гибралтаре, а также в Атласских горах на севере Африки. Кроме того, магот – это единственная макака, живущая за пределами Азии. В Гибралтаре существует поверье, что пока на скале живет хотя бы одна обезьяна, город останется британским. И с середины 19 века британские маготы официально находятся под покровительством военно-морского флота Великобритании. И если по какой-либо причине обезьяна заболевает, ее помещают в военный госпиталь и лечат как рядового флота. Есть даже афоризм: «Мы будем защищать обезьян до последнего англичанина». Лесной окапи. Вроцлавский зоопарк один из нескольких, где проводят мероприятия по разведению окапи. Это родственники жираф. Здесь они имеют обширный, тенистый, открытый вольер и закрытый зимний вольер. Потому что родина животных – джунгли Конго. Вот он, красавец. Галапагосская черепаха в представлении не нуждается. Вот я ее заснял, когда она мирно и тихо поедала листья капусты. Африканариум занимает центральное место зоопарка. Построен в 2012-2014 годах с фасадом из черного кориана. Архитекты Мариуш и Дорота Шлахчич, выпускники архитектурного факультета Вроцлавской политехники. Африканариум – это океанариум, представляющий водные экосистемы, морские пресноводные и прибрежную наземную африканскую фауну. В нем огромное количество бассейнов и аквариум с различными представителями речной и морской фауны, рыбы, бегемоты. Есть даже подводный тоннель.
Но вкратце рассказать о этом сооружении будет неправильно, поэтому я сейчас сделаю небольшой этот обзор, а уже отдельно впоследствии хочу рассказать о самом этом африканариуме, потому что это очень удивительное, очень интересное сооружение. И экосистемы, представленные в нем, очень интересные, экзотические. Такого мало где увидишь, наверное, только в самой Африке. Посмотрите на этих рыб. В африканариуме не только аквариумы с рыбами, но и такой неглубокий бассейн с растительностями, который представляет из себя модель дельты Окаванго. Об этом зверьке, который представлен в африканариуме, я хочу рассказать отдельно. Трубкозуб, или по-голландски аардварг, что значит земляной поросенок. Такое название дали голландские колонисты буры трубкозубу. Ночной зверек с длинным рыльцем живет под землей, питается в основном муравьями и термитами. Днем в основном спит, и его можно увидеть в окошке с красным ночным подсветом. Ну, они лежат, обнявшись в своих норках, и выходят в основном только к вечеру или ночью. К африканариуму примыкают два бассейна, отображающие побережье Намибии. В одном из них обитают капские морские котики, а в другом африканский пингвин. Капский морской котик или южноафриканский морской котик – вид морских котиков из семейства ушастых тюленей. Они обитают на всем побережье Южной Африки, и на них охотятся знаменитые белые акулы. Очковый пингвин или африканский пингвин обитает в природе на побережье ЮАР и Намибии и на близлежащих островах. Между центральным входом и африканариумом находится зона саванны. Большой открытый вольер. Здесь обитают сетчатые жирафы, зебры Чапмана, антилопы Каама и, конечно же, страусы. Здесь небольшое стадо жирафов, и у этих жирафов даже есть потомство. Зебры Чапмана, я не знаю, чем они отличаются от других зебр, ну, как написано в литературе, только полосками. Антилопы Каама и страусы. Вот, страус на фоне центрального входа, и смотрите, какой он большой, величественный, с маленьким мозгом. Павильон ранчо – это мир лошадей. Здесь вы можете увидеть шотландских пони. Вот они, какие красавицы. Плакаты о лошадях, сельхозоборудование используется при работе с лошадьми. И вот очень красивые лошади породы хафлингер. Такие прямо бежевые, это вот жеребенок, ну и сами лошади такие очень красивые. А рядом с ранчо находится детский зверинец с козами и овцами. Здесь можно увидеть и козу обыкновенную, и козу карпатскую, и очень древнюю и редкую породу овец святого Якова, камерунских овец и так далее. А вот по территории фермы бродят спокойные овцы суффолкской породы, с которыми все фотографируются и обнимаются, и особенно дети. Их можно погладить, постоять в их толпе, в их стаде, ну, ощутить себя, наверное, пастухом. Адрариум – это комплекс бассейнов, представляющих фауну и флору реки Одер. Интересно выполненные эти аквариумы
Ты как будто бы проходишь по тоннелю по дну реки Одра, и два вот этих вот бассейна соединяются между собой такой протокой. Вода, проходящая через эту протоку, наверное, обогащается кислородом дополнительно, ну и создает такой интересный, интересное ландшафтное решение. Ну и проходя по тоннелю, вы можете посмотреть обитателей реки Одра. Ну вот, например, карпы. Они здоровые такие, мечта любого рыболова и любой хозяйки. Аквариум, где обитают различные экзотические рыбы, существует с 1955 года. Вдоль его центрального коридора расположены различные аквариумы, где представлены различные экзотические рыбы. Вот, например, длиннорылая рыба-бабочка или хелман, самая известная из тропических рыб. Коралловая рыбка голубой хирург. Наверное, самая известная оранжевая рыбка клоун или амфиприон перкула. Не только известен как живущий среди анимонов, но и широко известен как герой мультипликационного фильма «В поисках Немо». Рыба-камень или бородавчатка. Морская хищная рыба семейства скорпеновых с ядовитыми шипами на спине, которая обитает на дне возле коралловых рифов. Считается самой ядовитой рыбой в мире. Вид у них, конечно, такой сумрачный. Из того же семейства знаменитая и тоже очень ядовитая рыба Птероис лунулата из рода крылаток. Вид у нее, как будто она парит в воде. Красивая очень рыба-ангел. Жемчужный гурами. В аквариуме воссоздана экосистема заливных амазонских лесов с обитающими там рыбами, всевозможными там самами. И, конечно же, тут не обойтись без пираний. Это пираньи обыкновенные. Ну и, наверное, самая известная из амазонских рыб скалярия обыкновенная, которая представлена во многих домашних аквариумах. И, конечно, огромное количество других экзотических рыб. Кирпичное здание бывшего ресторана 1885 года. В настоящее время это герпентарий, в котором экспонируются живые экземпляры рептилий, амфибий, змей, игуан, ящериц, разные другие виды пресмыкающихся и земноводных. Здесь же расположена и комната бабочек. Посредине здания водоем с черепахами различных видов. Но я вам хочу рассказать о двух представителях этого собрания. Жаба Титикакский свистун, который обитает на озере Титикака и нескольких близлежащих озер на плато Альтиплана на высоте около 3810 метров над уровнем моря. Она редко где находится в коллекциях. Ее особенностью является то, что она имеет маленькие рудиментарные легкие и дышит в основном за счет кожи. Карликовый геккон Вильямса или голубой геккон. Редкий вид ящериц из рода карликовых гекконов семейства гекконовых. Эндемик Танзании. Надо отметить, что площадь ареала в Танзании этого геккона составляет всего 20 квадратных километров, из которых для его проживания пригодны только 8 квадратных километров. Вот он такой голубенький, симпатичненький. Комната огромных тропических бабочек. Ну, в ней надо побывать. Рассказать это сложно. Медвежья башня, построена в 1863-64 годах, здание из красного кирпича. Изначально, судя по названию, здесь были представлены медведи. В 1970-80-х годах здесь жили кабаны и волки. А в начале 21 века это сооружение отдали совам. В отдельных вольерах различные представители совиных. Когда ты их видишь вблизи, никогда не думал я, что они такие
большие. И вот особенно меня поразила полярная сова. Ее вот плохо видно, она сидела там в глубине, но она такая здоровая, как будто бы индюк на ветке. Очень большая и красивая, конечно. Ну, ближе подходить она не захотела. Дом обезьяна 1887 года в мавританском стиле, где содержатся небольшие приматы. Огромный вольер для павианов в виде скал. Это единственный вольер, где стоит автомат, в котором вы можете купить корм и бросить животным. Во всех остальных это запрещено. Павильон человекообразных обезьян с большими остеклененными помещениями, имеющие выходы в наружные вольеры. Я не стал фотографировать внутри. Я постоял напротив обезьяны, сидевшей за стеклом. И у нее вид был такой, как будто она меня спрашивала: ну что, лысая обезьяна, насмотрелся? Я вообще считаю, что человекообразных обезьян нельзя держать в зоопарках. Это мое мнение. Как и положено зоопарку, конечно же, есть и индийский слон со специальным вольером, построенный еще в 1888 году. В зоопарке, надо отметить, всегда были слоны. На территории зоопарка много зеленых насаждений, цветущих кустарников, деревьев, клумб. Цветы очень красиво расположены на клумбах различных, как будто ты не в зоологическом саду ходишь, а в ботаническом. Вот, различные красивейшие кустарники, деревья цветущие. Есть небольшая бамбуковая роща. И когда проходишь через эту рощу по дорожке, выходишь на смотровую площадку в этой бамбуковой роще и над озером и смотришь на острова обезьян Гиббонов и Саймири, куда они переходят по веревочным подвесным трубам. Над этим же озером находится и живописная беседка, где можно посидеть и отдохнуть. В зоопарке находится и еще один представитель, необычный представитель животного мира. Это индийский носорог или панцирный носорог. Вот он, красавец какой. Факарий. Бассейн для тюленей обыкновенно, с двумя точками обзора, объемом почти 1000 метров кубических. Очень интересное решение, прозрачная вода, хорошо видно тюленей. Факарием он называется от того, что по латыни тюленем будет фока. Мне повезло, я был, когда людей практически не было, и смог посмотреть и с верхней площадки, и с нижней, внизу, за стеклом, на то, как плавают тюлени. Очень интересно, долго можно смотреть, и так под водой тюлень плывет вверх тормашками и пускает бульбочки. Такое развлечение у него. Недалеко от Факария находится вольер с суматранскими тиграми. Я 3 раза подходил к этому вольеру, и 2 раза мне не удавалось в растительности увидеть тигра. И уже когда последний раз я уходил от Факария, решил еще раз подойти к этому вольеру, и тут как бы тигр жалился надо мной и вышел. Очень впечатляющее животное, красивое. Это редкий суматранский тигр, редкий представитель этого отряда животных, и сейчас находится под угрозой исчезновения. Хотя в Индонезии, где он обитает, принимаются всевозможные меры, чтобы защитить этот вид от исчезновения в дикой природе. Во Вроцлавском зоопарке находится очень редкая во всех отношениях птица, как в дикой природе, так и вообще в зоопарках. Это палаванская птица-носорог.
То, что она редкая в дикой природе, это одно, но в зоопарках она тоже редко где встречается. И необходимо отметить, что во Вроцлавском зоопарке проживают 80% мировой популяции этих птиц, проживающих в зоопарках. Мало того, у этой популяции еще и появилось потомство во Вроцлавском зоопарке. Во Вроцлавском зоопарке находится очень редкий олень. Это олень отца Давида, также известный как Милу. Редчайший вид оленя из Китая. Основная часть существующей популяции проживает в зоопарках, так как он истреблен в дикой природе в начале 20 века. Сейчас в Китае предпринимаются попытки возродить его в дикой природе. Шкура красивого красно-коричневого с бежевым оттенком. Назван в честь французского священника-миссионера и натуралиста Армана Давида, который смог увидеть этих оленей в закрытом охраняемом саду императора и описать их в середине 19 века. Но вся популяция в Китае была уничтожена в начале 20 века. Вся мировая популяция происходит от 16 оленей, которые в начале 20 века проживали в заказнике в Англии, в частном заказнике. Сейчас популяция Милу по некоторым оценкам насчитывает уже около 10 тысяч особей, и китайцы предпринимают попытки все-таки расселить их снова в дикой природе. Китайцы называют Милу сибусян, 4 непохожих. Они считают, что он имеет оленьи рога, шею верблюда, коровьи копыта и хвост осла. Надо отметить, что Милу – это единственный олень, который 2 раза в году сбрасывает рога. Под конец своего похода в зоопарк я решил отправиться к вольеру со львами. Но в вольере льва не нашел, огорчился немножко. Обошел вольер и в тенечке сел на лавочку отдохнуть и переварить увиденное. И тут в зарослях кустарника я увидел льва, смотрящего на меня. Расстояние было 5 метров, наверное. Он лежал в кустарнике и на меня смотрел. И я смотрел на него. Он, наверное, устал от посетителей. А я был переполнен впечатлением. Мы так сидели, смотрели друг на друга. И делать селфи не было никакого желания. О Вроцлавском зоопарке можно рассказывать очень много. То, что я вам рассказал, это малая толика того, что там можно увидеть. Это и птичий дом, и мадагаскарский павильон, и отдельно это острова обезьян, и множество других животных. Но лучше самому посетить этот зоопарк, и поверьте, это незабываемое впечатление на всю жизнь. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием на них буду отвечать. Всего доброго, до свидания.